Приветствую вас на канале. В этом видео я расскажу о недавно опубликованной новости от разработчиков о доп-контенте на сентябрь, а также еще пару новостей, но не будем медлить, начинаем. Для начала, я не думал, что придется пилить видео уже на следующий день, но разработчики не перестают нас радовать контентом. Так вот, в Твиттере разработчики анонсировали новую масштабную кампанию и события нового формата. Название у них пока неизвестно, однако масштабная кампания представляет собой обязательный к просмотру контент, в котором нам обещают множество наград, в том числе персонажей, предметы и материал для их прокачки. Эта кампания планируется где-то в середине сентября, можно ожидать ее в 15 числах. Вся эта кампания будет проводиться с целью подготовки вас и ваших персонажей к событию, что должно будет произойти в конце этого месяца. Насколько я понял, событие в конце месяца должно как-то погрузить нас в прошлое некоторых персонажей, что-то вроде побочных миссий, но нацеленных на конкретного персонажа. В дополнение к этому нам дадут возможность собрать две команды, в каждой по 6 персонажей, и ими мы должны будем атаковать локации. Также планируется ввести получение каких-то бафов за захват той или иной локации. Теперь несколько слов для донат-сегмента игры. По многочисленным просьбам разработчики продлили срок продажи набора «Легкий набор ранней осени» до 15 сентября, однако сразу предупредили, что может возникнуть технические накладки. Ведь к 15 часу планируется обновление, и тем, кто будет все-таки покупать этот набор, стоит иметь это в виду. Давайте подведем вроде как итог этого объявления, но то, как понимаю его чисто я. Разработчики прекрасно понимают, что игре нужен новый контент. Ведь некоторые, включая донаторов, уже прокачались почти под максимум и заходят в игру чисто сделать ежедневки да побить аренку. Вот они и спешат с обновлением. Что касается анонсированной кампании, то думаю, она останется надолго. Это должно быть что-то вроде побочных заданий или типа того. Возможно, это будут мини-главы, где мы будем узнавать прошлое наших героев, типа задания легенка в Геншине. Кто играл, тот поймет. Но повторюсь, это сугубо мои догадки и предположения. Все, что я говорю, так или иначе может поменяться. Тем не менее, мне непонятно, когда они ведут ранее анонсированные фишки с беткой PvP в реальном времени и все остальные плюшки. Если кто не совсем понимает, о чем я веду речь, то в подсказках будет видео, где я рассказываю о планах разработчиков на сентябрь и октябрь. Но поживем, увидим, что сделают разрабы. Нам остается только держать руку на пульсе и прокачивать, насколько это возможно, наши пачки. Ведь летнее событие было не настолько милостиво к новым игрокам. Некоторые задания требовали уровня пачки 60, так что не стоит ожидать ввода каких-то фишек и режимов для новичков. Скорее всего, они будут нацелены на high-level сегмент. А что вы думаете обо всем этом? Будет интересно почитать в комментариях. С вас лайк и подписка, вам не сложно, а мне приятно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.